В официальной истории России есть странности, связанные, например, с открытием памятнику Минину и Пожарскому в Москве, на котором стоит дата 1817 или 1818 год. Мы сейчас рассматриваем с точки зрения официоза, то есть событие произошло в 1612 году, а памятник этому событию решили поставить лишь спустя 206 лет. Почему до этого не ставили памятник, неизвестно. Другой памятник в виде обелиска в Новгороде поставили в 1828 году. Планировался еще один скульптурный памятник Минину и Пожарскому в Новгороде. Вот его проект, а вот картонный макет на предполагаемом месте возведения. То есть официально памятник хотели поставить, но не поставили. Запомним этот факт. Вернемся к памятнику в Новгороде чуть позже. Вторая странность заключается в повторении событий, а также исторических персонажей второй половины XIX века на первую половину XIX века. Также задублированы события восстания Степана Разина и восстания Емельяна Пугачева. Восстание происходит на тех же территориях. События взятия Москвы французами с сожжением Москвы в 1812 году повторяются с аналогичным событием взятием поляками Москвы в 1610 году с разницей в 200 лет. Третья странность заключается в отсутствии портретов и имен императоров на монетах первой половины XIX века. Четвертая странность заключается в том, что в России стали сразу отмечать 300-летие дома Романовых. 200-летие, столетие дома Романовых не отмечалось. Как же так? Вот что об этом известно. 300-летие дома Романовых отмечалось в 1913 году. Торжества были приурочены к дате единодушного избрания на царство в Москве Великим Земским собором боярина Михаила Федоровича Романова 21 февраля 1613 года. Возможно, чтобы во всем этом разобраться, нам поможет французская газета 1863 года, в которой напечатана немного другая реальность. Также возможно, что газета поддельная или в газете опечаток. Ваши версии, как всегда, в комментариях. Газета называется так: «Журнал Тулузы. Политика в литературе 26 августа 1863 года». Описывается польское восстание 1863-1864 годов, и в связи с ним автор делает историческую ремарку. Вот перевод. Надежда на мирное соглашение тает с каждым днем, и возникает вопрос, какое решение примут три державы, столкнувшись с отказом, который кажется неизбежным. По всей вероятности, мы скоро об этом узнаем. Между тем, следует отметить, что польское восстание не только не ослабевает, но и растет, и, по-видимому, имеет достаточно сил, чтобы выстоять в продолжительной кампании. Я получил из Москвы не менее любопытные сведения о поездке царя в Нижний Новгород, и полагаю, что вы прочтете их с интересом. Позвольте мне сначала немного вернуться назад, чтобы вы могли лучше понять, что будет дальше. Вы знаете, что в 1811 году поляки заняли Москву и дошли до Нижнего Новгорода. Они взяли в плен царей Московского государства и привезли их в Варшаву. Тогда жители Московии обратились к Сигизмунду III, королю Польши, и попросили сделать царем его сына Владислава. Сигизмунд согласился принять это предложение только при трудном условии, что московиты в кратчайшие сроки обратятся в католическую веру. Тем временем один из лже-Дмитриев, царей московских, женился на дочери воеводы Сандомирского, графа Минезека, и провозгласил себя королем в Москве. Хотя польский король оставался совершенно в стороне, поляки из окружения жены Дмитрия фактически доминировали в Москве. Но однажды москвичи под предводительством Минина и Пожарского восстали против господства поляков и перебили их, а также лже-Дмитрия и его жену. Память об этих событиях увековечена памятниками, воздвигнутыми в Москве и Нижнем в честь Минина и Пожарского. Хорошо. Император Александр во время своего пребывания в Нижнем ходил молиться у могилы Минина и перед знаменем Пожарского, которое хранится в кафедральном соборе этого города. Вы понимаете, какой эффект должна была произвести эта значительная демонстрация? Она вызвала участие народа в страстных демонстрациях против Польши и против сил, которые ее поддерживают.
Теперь давайте сравним версию событий из газеты с официальной историей. Вы, наверное, тоже обратили внимание, что автор указал дату не 1610, а 1811 год, то есть ошибся всего-то на 200 лет. Конечно, возможно, это опечатка, тогда автор ошибся на год. Также обратите внимание, автор текста пишет, цитата, «Немного вернуться назад». Немного – это получается аж на 250 лет. Относительно 1863 года 1811 год как раз и будет немного. Автор далее пишет, поляки заняли Москву и дошли до Нижнего Новгорода. Официально же в 1611 году Новгород, только не Нижний, а Великий, заняли шведы. Кто путается в Новгородах? Великий или Верхний означает Северный. Великий Новгород находится южнее Санкт-Петербурга. Нижний означает Южный. Нижний Новгород находится на слиянии рек Оки и Волги. Следующая цитата. «Они, поляки, взяли в плен царей Московского государства и привезли их в Варшаву». Первый момент – почему во множественном числе? Во-вторых, по официальной истории в это время в России не было царей, а была семибоярщина. Вот такая официальная последовательность правителей. Василий Шуйский, 1606-1610 годы. Семибоярщина, 1610-1613 годы. А в 1613 году бояре избирают первого из будущих династий Романовых. Следующая цитата. «Память об этих событиях увековечена памятниками, воздвигнутыми в Москве и Нижнем в честь Минина и Пожарского». Московский мемориал Минину и Пожарскому уже подробно разбирали. Давайте теперь разберемся с памятником в Нижнем Новгороде. Первый мемориал Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде был воздвигнут в 1828 году. Памятник представляет собой гранитный обелиск, в нижней части которого изображены барельефы Минина и Пожарского. Рассмотрим его подробнее. И Минин, и Пожарский изображены в античных туниках, античные богини держат над их головами венки. Давайте на всякий случай сравним барельефы Минина с Аристотелем, Пожарского с Филиппом II Македонским. У Пожарского зачем-то изобразили подбитый правый глаз, как и у Филиппа II. А вот уже в конце 19-го, начале 20 века решили поставить еще один, на этот раз скульптурный памятник Минину и Пожарскому, где они изображены как былинные русские витязи. Официально проект не был закончен. Вот, например, фотография, на которой изображен плоский макет памятника. Давайте, кстати, получше рассмотрим макет памятника Минину и Пожарскому и сравним с московским памятником. Первое, на что обращаешь внимание, что Минин и Пожарский одеты как былинные русские витязи, на ногах сапоги. Ранние скульптуры Минина и Пожарского изображены в легких греческих туниках, ноги босые. Тот, кто к нам повернут плечом, на нем кольчуга и накидка, на другом кафтан подпоясан кушаком, а сверху что-то вроде длинного плаща. Растительность на лице тоже другая. Один из героев носит более длинную бороду. Изображение плохого качества, детали сложно различить. Давайте рассмотрим вот эту фотографию. Название нашел такое. Император Николай II осматривает проект будущего памятника Минину и Пожарскому. Нижний Новгород, 1913 год. На мой взгляд, это уже готовый памятник, иначе его не стали бы показывать главе государства. Макеты обычно делают в масштабе. Ваши версии, проект это или готовый памятник, напишите в комментариях. Затем в 2005 году в Нижнем Новгороде Зураб Церетели ваяет еще один памятник Минину и Пожарскому. За основу берется не аутентичный нереализованный памятник 19-20 века с витязями, а делается копия московского, того, что на Красной площади. Безусловно, газета интересная, надо найти больше подтверждений, что эти события были в начале 19 века. Да и, кстати, как же тогда получается, в 1811 были поляки, а в 1812 году пришли французы? Давайте зачитаю еще один текст. Наполеон I – аллегорическая личность. Французский историк Пире, состоявший библиотекарем в городе Ажане, представил весьма правдоподобное доказательство,
что Наполеона I никогда не существовало, и что это чисто аллегорическая личность, именно олицетворение Солнца. Доказательство свое Перре основывает на следующих данных. Первое, имя Наполеона является синонимом Аполлона. Аполлон – то же, что Аполеон, от греческого «аполио» или «аполео», что значит «губить, убивать, истреблять». Второе, Бонапарт, очевидно, происходит от латинского «бонапарте». Известно, что выражение «малапарте» употреблялось для обозначения мрака «аби ин малам партем». Поэтому «бонапарте» должно обозначать дневной свет в противоположность ночному мраку. Третье. Утверждают, будто мать аллегорического императора звали Летицией. Заметим, что Латития или «радость» было одним из наименований Авроры или Зари. Четвертое. Рассказывают, будто у этого сына Летиции было 3 сестры. Очевидный намек на 3 Граций. Пятое. Говорят, будто у французского Аполлона было 4 брата. Под этим, несомненно, надо подразумевать 4 времени года, названия которых по-французски все за исключением осени «анктомне» мужского рода. Шестое. На основании тех же народных побасенок у Наполеона было 2 жены. Солнцу также приписывали 2 супруг – Землю и Луну. Знаменитый воитель 19 столетия поставил во главу своей армии 12 маршалов, знаков зодиака. Кроме того, у него были 4 маршала, не командовавшие войсками и представлявшие, очевидно, 4 страны света. Восьмое. Рождение Наполеона на острове Корсике и смерть его на острове Святой Елены объясняются как нельзя лучше в смысле аллегории, указывающей, что солнце восходит на востоке и заходит на западе. А вот обложка другой книги начала 20 века об этом же. Вот французская книга, где поясняется аллегоричность Наполеона. Если хотите, сниму про несуществовавшего Наполеона отдельное видео. Все стало еще более запутанно. Или понятно? Если непонятно, то будем разбираться. А на этом все. До новых встреч. Пока.